Добрый день! Вы на канале Travel with a Smile. Сегодня заключительный фильм нашего 20-дневного автомобильного путешествия по Европе. Более 4000 километров позади и уже 10 серий на канале. Приглашаем посмотреть. Впереди еще 3000 километров, дорога домой. Выезжаем из Лондона. Проедем под Ла-Маншем во Францию, а затем через Бельгию, Нидерланды, Германию, Польшу доберемся до родной Украины. В этом фильме заключительный этап дороги, фантастический осенний Краков и долгожданная встреча с Украиной. Готовы? Поехали! Направляемся в Фолкстон. Там посадка в Евротоннель. Мы все ближе к тоннелю. Нужно сказать, что есть два варианта пересечения Ла-Манша. Один под водой, это в Евротоннеле, а второй по воде, это паромом. Следим за знаками и выполняем все указания. А вот и терминал. Сегодня здесь на удивление мало машин. Проходим автоматическую регистрацию, и билет уже в руках. Получили билетик вот такой. Мы зарегистрировались на полчаса раньше. Мы приехали раньше, и была возможность раньше сесть на поезд. В общем, никаких сложностей. Видите, машин практически нет. Хотя сегодня пятница. Здесь можно въехать на парковку, если нужно подождать, если ты раньше приехал или хочешь перекусить. Вот здесь есть павильон с кафешками. В общем, самое-самое элементарное. И вот такой паркинг. Вот табло с расписанием, на котором указано время посадки. Следишь за маркировкой на своем билете. Вот у нас X5, например. И здесь указано, что посадка через 25 минут. Давайте заглянем в павильон. Здесь тоже пусто и тихо. Маленькие кафе ждут посетителей. И даже для домашних питомцев предусмотрено отдельное помещение. А вот уже высветился наш рейс. Пора ехать. Съезжаем с паркинга и следуем указаниям. Заезжаем в зону пограничного контроля. Паспортный контроль. Итак, Франция. Все, мы прошли все ступени контроля и теперь можем направляться на посадку. Опять же табло проверяем и становимся в очередь. Быстро мы справились с регистрацией. Все быстро, все удобно. Сейчас ждем, вот уже 15 минут перед шлагбаумом, когда нас пустят на загрузку в поезд. Зеленый свет, трогаемся. Проезжаем мимо платформ и постепенно спускаемся к поезду. А кто-то неожиданно выезжает из поезда задним ходом. Наверное, передумал ехать во Францию. Или все-таки не хватило места. Теперь наша очередь. Въезжаем. Уплотнили все машины в секции по 4 штуки, да, по-моему? Закрывают двери между секциями. И сейчас все инструкции, как себя правильно вести, и будем ехать. Звучит инструкция, и на бегущей строке появляется наша любимая фраза: «Теперь расслабьтесь, мы вас везем». Вот едем в Евротоннель. Под водой метров 50. Очень удобно. Просто замечательно. Очень быстро. Так что вот кефирчик и сухенькое печенье. Очень рекомендуем. В дороге отлично идет. Да. Через 35 минут мы снова окажемся на поверхности.
И, конечно же, не можем удержаться от шутки. Акваланги снять, ласты отстегнуть, начинаем всплытие. Мы стояли в самом конце поезда, и вот едем в самое начало. Довольно длинный поезд. 2 этажа. Еще несколько минут, и мы выезжаем на трассу. Свобода! Первая же надпись напоминает: движение правостороннее. Снова смеемся. Помни, и втурай. После нескольких дней в Англии такое напоминание действительно не будет лишним. Ну а мы направляемся в сторону Бельгии. Бельгия, Нидерланды. И на границе практически с Германией будем сегодня ночевать. А может опять в Италию, во Францию, по винодельням? Мы можем. В принципе, успеть можем. Погода еще так благоприятствует. Осень такая красивая, сухая. Можно и покататься было бы, правда? Да. Европейские дороги длинные, загруженные, требуют внимания. К вечеру добираемся до Нидерландов. Нидерланды. Здесь система оплаты карточкой прямо возле бензоколонки. Цена 1,8 евро за литр. Не самая дешевая, даже это, я скажу, самая дорогая, которую мы заправляли в этом путешествии. Остановка на ночь. Утром успеваем сделать несколько красивых кадров с балкона. И опять в путь. Осень украшает наше путешествие и не дает скучать. Красивые краски, да, вот вдоль. Где-то цветы белые, где-то красные листья желтые. В общем, осень во всей своей красе. Кажется, даже автомобили переоделись в осенние цвета. Нас часто спрашивают, не устаем ли мы вот на таких длинных переездах, как мы развлекаемся, чем себя бодрим, какие есть секреты, может быть. Вот хотим с вами поделиться. Устаем мы, скажи? Ну, в определенной степени, наверное, да, потому что все равно дорога есть дорога. Напряжение, правда? Ну, напряжение есть, да, на дорогах, когда скорость 130-150 бывает. Надо держать. И водители разные встречаются. Ну, что нам помогает? Желание ехать, смотреть, видеть, познавать, радоваться всему окружающему. Деревья красивые, цвет очень. Кто не может этого увидеть, тому, наверное, и не интересно. Или старайтесь увидеть. Это тоже приходит со временем. Сначала как бы ты не обращаешь внимания на детали, но когда ты их начинаешь замечать, то их становится так много, и они такие интересные, и форма облаков, и цвет машин, и там разметка на дороге, и какая-то форма моста интересная. Мы всегда позитивно настроены, это тоже важно. Вот. Еще можно было бы посоветовать так, из практичного: не есть тяжелые пищи, есть легкую еду во время завтрака, хорошо покушать, но это не должна быть тяжелая, сложная еда. Всегда иметь с собой в машине запас воды, каких-нибудь фруктов, сухариков или орешков. Да, у нас такое есть. И, конечно, удобная одежда. Она должна нигде не передавливать, она должна быть легкая, удобная, трикотажная. И обувь не должна давить, потому что во время езды все равно ноги отекают, и даже какие-нибудь самые удобные мокасины могут со временем быть очень плотными. Вот это наши такие рекомендации. Слушайте приятную музыку, обсуждайте какие-то темы, на которые дома не бывает, не хватает времени. Да. Воспоминания тоже могут хорошо помочь. Да, можно планировать следующие путешествия. Очень удобно. Времени хватает. Можно хотя бы черновые наброски сделать. Хотя бы поговорить о своих желаниях. Да. Вспомнить моменты
теперешнего даже путешествия, что больше понравилось, чему уделить внимание, что бы хотелось еще раз посмотреть. А так еще интернет позволяет послушать какие-нибудь интересные лекции и обогатить свои знания чем-то интересным, на что дома, конечно, не хватает времени. Поэтому есть чем заняться, правда? Да, всегда есть чем заняться. Главное желание заняться. Путешествуйте. Путешествуйте, это интересно. Мы продолжаем наш путь. Польша все ближе и ближе. Да, ну, А там и Украина не за горами. Или за горами. Все не за горами. Итак, мы в Польше. За сегодня мы проехали 7 часов по Германии, 720 километров мы уже проехали. Осталось всего 1,5 часа до Вроцлава. до гостиницы, до нашей точки, которую мы наметили сегодня утром. Последние полчаса нашего сегодняшнего марафона. Еще ни разу не остановились. А проехали уже 866 километров. Ну, это какой-то рекорд, наверное, без остановки. Вот и отель. Мы заслужили на отдых. Ну, мы хорошо проголодались, и самое время поужинать. Угадайте, какое вино мы выбираем? Итальянское. Брунелло ди Монтепульчано Так. есть вариант. И есть еще Бароло Пьемонт Туда мы не добрались. Небиола. Так что не будем пробовать. Но мы обязательно доберемся. Доберемся. Нормально. Чиз? Мы еще не накатались. И погода так резко изменилась. Вчера сыпал мелкий дождь, было холодно и прям совсем-совсем ненастная осень. А сегодня светит яркое солнце, небо настолько фактурное, такие облака, ну и, конечно, краски. Желтые и красные листья горят на солнце огнем, и это очень красиво, небо синее контрастирует. Пошла 7-я 1000 километров после нашего выезда из дома. И как ты себя чувствуешь на 7000 Ну, километров? так же, как и на первой, по большому счету. Не сильно отдохнувшие, ну, едем. Ждем ваших лайков, ждем ваших комментариев. Подписывайтесь, если не подписались. Ну а вообще наслаждайтесь вместе с нами. После нескольких дней в дороге мы решили сделать остановку в Кракове, пройтись по городу и провести здесь последний вечер нашего большого путешествия. Уже машины ездят по трамвайным путям. Заезжаем на парковку. Очередную. Очередную парковку. Очередной отель. Шу, опять. Опять. Снова. У нас самые козырные места. Вау, как красиво. Перед нами старый город. Поэтому приглашаем на прогулку по Кракову. Надеемся, будет интересно. Знакомство с Краковом мы решили начать с Вавельского холма. Уже много столетий он считается сердцем польской истории. Издалека звучит тихая музыка. Мокрый кирпич древних стен, высокие башни. Кажется, время течет немного медленно. За этими стенами почти 1000 лет истории. Здесь жили польские короли, принимались важнейшие государственные решения и вершились судьбы страны. Осень удивительно подходит к этому месту. Туристический сезон постепенно подходит к концу. Последние прогулочные кораблики возвращаются к причалам, высаживая своих пассажиров. Совсем скоро набережная станет тише, а Висла будет ждать новую весну и новых путешественников.
Смотри, кажется, этот кораблик танцует свой последний вальс. У подножия Вавельского холма гостей Кракова встречает огнедышащий дракон. Сегодня он кажется добродушным символом города. Каждый раз, когда из его пасти вырывается пламя, вокруг собираются дети и взрослые. Публика недовольна, просят продолжения. Мы переходим на противоположный берег Вислы. Отсюда открывается совсем другой взгляд на Вавель. Осень. Осень в Кракове. Как же красиво он выглядит. В правильном месте его построили. На берегу реки, а осенью подбит кронами, с осенними красками вообще. Какие красивые отражения в воде. Такой спокойный, немного дождливый и отражающийся в водах Вислы Вавель особенно красив. Утки и лебеди совсем не обращают внимания на прохожих, а дождь только делает краски глубже и теплее. Мы ушли в современную часть города. Ну и, конечно, колесо обозрения как символ неостанавливающейся жизни. Такой Краков живет своей привычной жизнью. Новые здания, оживленные улицы, транспорт. Но сегодня нас неудержимо тянет обратно. Туда, где узкие улочки, старые дома и история ощущается почти на каждом шагу. Возвращаемся в старый город. Под ногами старая мостовая. Перед нами Ягеллонский университет, один из старейших университетов Европы. Сюда обязательно заглянем. Более 500 лет назад по этим галереям ходил молодой студент Николай Коперник. Тогда он еще не знал, что однажды его идеи изменят представление человечества о Вселенной. Но каждое большое открытие когда-то начиналось с простого человеческого любопытства и желания понять, как устроен мир. За 5 столетий мир изменился до неузнаваемости. Именно в таких местах особенно остро понимаешь, история – это не только прошлое. Она незаметно продолжается в каждом новом поколении. Постепенно старые улочки уводят нас к самому сердцу Кракова – рыночной площади. Именно здесь город словно меняет свое настроение. Зажигаются фонари, по брусчатке неспешно проезжают кареты, а вечерний Краков становится особенно нарядным. Мы в Кракове, площадь Рынок. Еще месяц назад мы снимали подобные видео в Варшаве и тоже были на площади Рынок. Если помните, там русалка. А здесь Не русалка. собор Святой Марии. Сейчас вечер, все в огнях. И слышите цокот копыт? Это лошадки возят туристов в каретах. Как тебе Краков? Как обычно, хорошо. Это даже интересно посмотреть вечерний Краков с подсветкой в огнях. Все светится, как Новый год вроде, да? А скоро, в общем-то, это все превратится в новогоднюю ярмарку. Мы проходим вдоль колонны суконных рядов. В центре площади возвышается памятник Адаму Мицкевичу. Вокруг гуляет молодежь, работают цветочные лавки, а под большими зонтами расположились многочисленные кафе. Но и наш столик уже ждет нас. Направляемся в ресторан.
Сегодня у нас особенный ужин. Последний ужин нашего большого путешествия. Когда мы выезжали из дома, у нас не было четкого плана. Мы знали только направление, и многие решения принимали уже по дороге. Поэтому путешествие получилось таким живым и наполненным неожиданностями. Сегодня, оглядываясь назад, понимаем, какая красивая мозаика сложилась из этих 20 дней. Все места были такими разными, и каждая подарила нам что-то свое. Карпаты – долгожданный старт. Тоскана – свободу и аромат винограда. Чинкве-Терре – Лазурное море. Озеро Комо – спокойствие и простор. Швейцария – восторг и строгость горных вершин. Эльзас – уют и сказочность. Лондон – радость семейной встречи. А Ла-Манш – достижение инженерной мысли. Сегодня к этой мозаике добавились древние стены Вавеля, осенняя Висла и цокот копыт по мокрой мостовой Краков. Мы привезли домой целую коллекцию чувств и воспоминаний. Больше 7000 километров и одно большое незабываемое путешествие. После ужина снова выходим на рыночную площадь, чтобы попрощаться с Краковом. И кажется, что город тоже прощается с нами. Над площадью разливается колокольный звон, а с башни костела Святой Марии звучит знаменитый краковский хеймел. Его мелодия растворяется в вечернем небе и плывет над старыми крышами города. Какой прекрасный день подарил нам Краков! Осеннее ненастное утро, выезжаем из Кракова. Последний наш этап. Рывок до границы с Украиной. И там уже мы будем дома. Покатались по Европе. Все было прекрасно, настроение отличное. Проехали мы порядка... На данный момент больше, чем 6200. Молодцы. А Украина встречает нас солнцем. Флаг, граница, первые знакомые дороги. За окном яркие осенние склоны, золотые деревья и удивительно родные пейзажи. Спасибо всем, кто все это время был с нами. Ваши комментарии и слова поддержки вдохновляли нас в пути. Это путешествие закончилось, а следующее уже готово начаться. Оставайтесь с нами. Впереди новые дороги и новые истории. А мы, как всегда, желаем вам мира и добра.